Здравствуйте, всех приветствую на своем YouTube-канале. Меня зовут Любовь, и я предлагаю вместе со мной связать вот такую интересную треугольную сумочку. Мы с вами свяжем два треугольника, вот эти вот половинки в этом мастер-классе, и свяжем с вами боковинки. Мастер-класс, как вязать вот такую ручку для сумочки, у меня уже есть на моем канале. Я ссылку оставлю в описании к этому видео. В качестве застежки можно использовать либо кожаную, вот такой кожаный хлястик, который просто пришивается, либо использовать магнитную кнопку, которая будет пришиваться внутри сумочки. Давайте начнем. Для вязания треугольной сумочки нам потребуется 200 метров полиэфирного шнура. Нам понадобится крючок от номера 3 до номера 4,5. Я вяжу номером 3,5. Также нам понадобятся маркеры, 3 маркера для наглядности. Обычно я вяжу без маркеров, но чтобы вам было понятнее, где середина угла, я покажу именно маркерами. Сантиметровая лента. И для полиэфирного шнура я беру зажигалку, ну и, конечно, ножницы. Первую половинку сумки я уже связала. Вот получится такой оливковый треугольник. Сейчас я вам покажу, как его вязать. Изнаночная сторона выглядит вот так. Тоже очень симпатично, тоже очень красиво. И мы с вами заправим в дальнейшем вот эти вот оставшиеся кончики. Начинаем вязать. Для начала мы формируем кольцо амигуруми, или его еще называют скользящая петля. Обратите внимание, как лежит шнур. Снова покажу. Кончик кладем на 4 пальца. Можно использовать и на 3 пальца, кому как удобно. Большим пальцем я придерживаю свободный кончик. Под этот свободный кончик я продеваю крючок, формирую такую петлю, перехватываюсь пальчиками, чтобы у нас вся эта конструкция не развалилась, и протягиваю через образовавшуюся петлю рабочую нить. Все, у нас образовалась первый столбик без накида. В дальнейшем я буду их называть галочками, потому что мы будем вязать узором галочки в раскол. Поэтому где-то буду называть столбики с накидом, где-то буду называть галочки. Скользящая петля она называется, потому что вот свободно ездит через все петельки. Итак, сейчас в образовавшееся кольцо нам нужно провязать еще 8 столбиков без накида. 2. То есть итого должно у нас получиться 9 столбиков без накида в кольцо. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Еще одну довязываем. 9. Старайтесь вязать все столбики без накида примерно с одной и той же плотностью, чтобы косичка у нас получалась ровненькая. Вот можно натяжение нити проверять именно по косичке. Потому что они должны быть примерно одинаковые, чтобы сумочка у нас была ровная и красивая. Итак, пересчитываем. Можно пересчитать по косичкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9 это вот рабочая петля. Все, стягиваем вязание в кольцо. У нас сейчас все равно образуется отверстие, вот это вот центральное. Но впоследствии мы его потом подтянем. Поэтому сейчас мы его сильно туго затягивать не будем, чтобы нам было удобнее провязать следующий ряд. Делаем бесшовное соединение, то есть невидимое соединение
Заводим крючок с изнаночной стороны под первую образовавшуюся вот эту вот косичку. Вот раз, два, под обе дужки вот этой косички. Завели. И рабочую петлю захватываем и протягиваем на изнаночную сторону. И подтягиваем. Петелька с изнаночной стороны должна быть примерно такого же размера, как и все столбики без накида, то есть такой же высоты. Сейчас под образовавшейся вот этой вот перемычкой мы должны вставить крючок и расколоть самую первую галочку первого ряда. И сформируем сейчас галочку второго ряда. Вот она. Каждая галочка, каждый столбик без накида с изнаночной стороны состоит из двух ножек. Вот они, ножки, я их раздвинула. И вот такой шляпки. То есть такой грибок с двумя ножками. Итак, под перемычку мы находим первый столбик без накида и раскалываем с изнаночной стороны. Все, я расколола первый столбик без накида. Захватываем рабочую нить и протягиваем ее на лицевую сторону. Эту вот изнаночную петельку мы подтягиваем, чтобы она у нас не распустилась. Вытягиваем рабочую петлю. Вот в этом моменте нужно обратить внимание, чтобы вот эта вот петля, которую мы сейчас вытянули на лицевую сторону, вот она была тоже примерно такого же размера, как и все петли у нас уже имеющиеся в вязании. То есть от этого будет зависеть, будет ли у нас виден шов на сумочке или нет. Все, мы продеваем, еще раз покажу, то есть мы вытянули вот эту петлю, продеваем крючком в изнаночную петлю и захватываем рабочую нить и протягиваем через обе петли. Все, сейчас у нас готово первый столбик без накида второго ряда. Во втором ряду мы будем уже формировать углы треугольника. Так, следующий столбик без накида в следующий столбик без накида мы также провязываем один столбик без накида, одну галочку. А следующий столбик, вот он следующий столбик, мы будем утраивать. Вот он столбик. Мы вставляем крючок. Обязательно следите за тем, чтобы крючок с изнанки раскалывал, вот он, ножки каждого столбика без накида. Итак, этот столбик без накида мы утраиваем. 1, 2 и 3. Все, у нас сформировалась уже первая вершина треугольника. Следующие две галочки мы будем провязывать по одному столбику без накида. Вставляем крючок. Обязательно следите за тем, чтобы расколоть галочку с изнаночной стороны. Я повторяюсь, но это очень важный момент, чтобы в дальнейшем не было отверстий в готовом изделии, иначе будет некрасиво смотреться. Все, провязали следующие две галочки по одной галочке. Так, и вот в этот следующий мы провязываем 3 столбика без накида, то есть 3 галочки. Вот в этот столбик мы провязываем 3 галочки, утраиваем его. 1, сюда же провязываем второй столбик и сюда же провязываем третий столбик. Снова в следующие 2 галочки мы провязываем по одной, 1 и в эту тоже 1 столбик. И в следующем столбик без накида мы снова формируем угол треугольника, то есть в следующую галочку мы утраиваем. 1, 2
3. Все, у нас уже сформирован такой небольшой треугольник, уже заметны вершины треугольника. Отверстие центральное у нас сейчас большое, но потом мы его стянем. Сейчас мы не будем его трогать, чтобы нам было чуть попроще. Третий ряд будет уже проще вязать. Давайте сейчас мы расставим маркеры. Вот у нас первое утроение. Сейчас покажу. Возьму карандаш. Вот первая галочка, вторая галочка и третья галочка. Вот они, утроение. И в каждую вторую петлю утроения, вот первая, вторая, мы вставляем маркер. Можно вставлять, конечно, сразу по ходу вязания. Все, в следующее утроение тоже первая, вторая, третья, первую, вторую. Во вторую мы вставляем маркер, помечаем ее. Готово. И в третье утроение, раз, два, три, вот во вторую петлю мы вставляем маркер. Во втором ряду вот это утроение, оно не особо прослеживается. Иногда вот почему-то так не видно, потому что в центре у нас вязание очень плотное. В дальнейшем вам будет проще, то есть вы привыкнете уже к вязанию и будет проще вязать. Итак, снова делаем бесшовное соединение. Вот под эту косичку, не под эту галочку, а под косичку верхнюю мы вставляем с изнаночной стороны крючок, протягиваем рабочую петлю, вытягиваем ее наизнанку, подтягиваем ее. Здесь наша задача петли, не петли, столбики потянуть близко друг к другу, но не переусердствуйте. Так, и под образовавшейся перемычкой, вот она образовавшаяся перемычка, вот в эту галочку, в этот столбик без накида мы вставляем крючок, раскололи с изнаночной стороны ножки, вот они, раз, два, две ножки, подтягиваем, захватываем, вернее, рабочую петлю, подтягиваем изнаночную петлю и снова крючок вставляем в изнаночную петлю. Смотрите за натяжением вот этой вот петельки, которая первая на крючке. Мы немножко сейчас ее подтянем, чтобы она не была слабой. И протягиваем рабочую петлю через обе петли на крючке. То есть получилось у нас первая галочка, первый столбик без накида третьего ряда. Сейчас по стенкам треугольника у нас будет в третьем ряду по 4 столбика без накида. То есть сначала у нас было 2, во втором ряду раз, 2 одинарных. В третьем ряду у нас будет по 4 одинарных столбика и, соответственно, по 3 утроения. Следующий столбик мы снова вяжем столбик без накида 1. Следующий столбик мы провязываем, вот он, из утроения. Видите, раз, два, три. И первый столбик утроения предыдущего ряда, то есть второго ряда, мы провязываем один столбик без накида, одну галочку. Провязали. Сейчас убираем маркер вот в эту вершину. И вот в эту галочку, из которой мы убрали маркер, мы провязываем 3 столбика без накида. Так, провязываем 3 столбика без накида. Обязательно смотрите, чтобы, опять же повторяюсь, чтобы расколоть галочку. 1, сюда же 2 и сюда же 3 столбик без накида. Снова пометим вторую вершину вот этого треугольника, да, вторую галочку вот в этом утроении, которое мы провязали, чтобы нам было проще. Если вы сейчас еще не видите эти вершины треугольника, то лучше пока оставляйте
именно с маркерами. Итак, по следующей стенке треугольника у нас будет сейчас 4 столбика без накида в каждую галочку, то есть по одному. По одному провязываем. 1, следующий тоже 1 столбик без накида, следующий столбик без накида и следующий столбик без накида. Мы провязываем сейчас первую петлю утроения предыдущего ряда. Все, по этой стенке мы тоже провязали 4 одинарных столбика без накида. Да? Вот по одному. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И убираем центральный маркер из центрального столбика. Вот он. Вот он. Второй столбик утроения. Вот он. Первый, второй, третий. Вам покажу. Первый, второй. Вот этот вот сюда мы будем утраивать. Это третий. Вот. Провязываем. Так, не расколола опять. Когда вы не раскалываете галочку, крючок проходит слишком легко. Поэтому и заметно, что вы не раскололи. 1. Сюда же. Второй столбик. И сюда же третий столбик. Видно, уже у нас формируется треугольник. И снова 4 столбика без накида мы провязываем без утроения. 1. Следующий. 1, 2. 3. Снова напомню, следите за натяжением нити, чтобы у вас все столбики без накида получались одинакового размера, чтобы сумочка была идеально ровная. И 4. Убираем маркер из центрального утроенного столбика. Итак, раскалываем. 1. Не попала. 2 и 3. И завершаем вот эту стеночку треугольника. Так. И снова будем делать бесшовное соединение с изнаночной стороны под косичку. Все, протягиваем. Делаем нужный размер изнаночной петли. И снова под образовавшуюся перемычку мы вставляем вот в эту галочку крючок, раскалываем ее с изнаночной стороны, захватываем рабочую нить, протягиваем на лицевую сторону, формируем столбик без накида, да, вот галочку формируем и протягиваем через обе петли на крючке. То есть мы сформировали, провязали первый столбик без накида 4-го ряда. Уже сейчас мы можем подтянуть вот это вот центральное отверстие, видите, которое у нас получилось, но в процессе работы оно немного увеличивается. Переворачиваем вязание и смотрим, откуда у нас нить шла, то есть где образовался круг. Все, я нашла, как она шла, и тяну в эту сторону, чтобы было удобнее. Натягиваем хорошо, нить, полиэфирный шнур не порвется, он очень плотный. Я затянула вот это центральное отверстие, то есть его практически не видно. Очень важный момент. Когда вы будете прятать вот этот вот хвостик, я покажу его, как спрятать в дальнейшем, нужно обязательно
его подшить, чтобы в процессе носки вот это центральное отверстие, оно снова не образовалось. Вот моя такая небольшая схемка принципа вязания. То есть по каждой стенке треугольника у нас идет с каждым рядом, да, увеличивается столбики без накида на 2. То есть если во втором ряду у нас будет 2 столбика без накида, я не считаю утроение. В третьем ряду будет 4 столбика без накида по стеночке. В четвертом, соответственно, 6, дальше 8, 10 и так далее. Вот они. Каждый ряд увеличивается, каждая стенка вот на 2. Увеличивается она за счет вот этих утроений. То есть получается вот эти одинарные галочки и по одной от утроений. За счет вот этих утроений у нас идет увеличение, собственно, работы. Продолжаем вязать четвертый ряд. Снова довязываем до утроения в каждую галочку по одной галочке. Так, и вот сейчас мы снова провязываем одинарную галочку. Первую галочку утроения предыдущего ряда. Убираем маркер центральный. Убрали. И в этот среднюю галочку, во вторую галочку утроения, 1, 2, 3, вот она вторая, мы провязываем снова утроение. Этот ряд мы еще провяжем с вами вместе, остальное будем вязать самостоятельно, потому что принцип понятен. Чтобы не занимать ваше время, вы будете вязать самостоятельно. Ряд привяжем вместе. Так, и снова вяжем по одному столбику без накида. Если вы вяжете крючком большего размера, вот именно полиэфирный шнур, вязать проще. Чем меньше крючок, тем вязать сложнее. Провязываем снова по одному столбику без накида в каждый столбик без накида в каждую галочку. Вяжем и доходим до утроения предыдущего ряда. То есть его уже видно. Первый столбик мы провязываем одинарным столбиком без накида, и следующий, так вот даже выверну, покажу вам, вот он, вставляем крючок и провязываем 3 столбика без накида. Вот этот центральный столбик, вот два, 3. Сейчас снова по стеночке треугольника мы вяжем в четвертом ряду 6 столбиков без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Убираем маркер. Если вам сложно без маркеров, то используйте маркеры. Вот он снова, мы будем центральный столбик. Вот он 1, 2, вот он центральный, и 3. Центральный столбик мы будем утраивать. Уже, я думаю, вы его видите самостоятельно.
1, 2 и 3. И довязываем остаток стеночки треугольника, последний, до 6 столбиков без накида. И соединяем петли бесшовным соединением. Снова вставляем крючок с изнанки, захватываем рабочую петлю, вытягиваем наизнанку. Так, под перемычкой образовавшейся у нас вот она галочка. Вставляем сюда крючок, захватываем рабочую нить, уже ничего сложного нет. Вставляем крючок в изнаночную петлю и провязываем через обе петли на крючке. Вот такой красивый треугольник у нас получается. Сейчас вы будете продолжать вязать самостоятельно на необходимый вам размер сумочки. Я покажу уже готовую стеночку сумки. Здесь 13 рядов. Считаем от центрального. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Получился размер примерно, мы считаем, потому что все вяжут с разной плотностью. Получился размер 20 сантиметров примерно. Меня такой размер устраивает. Можно связать сумочку поменьше, можно связать побольше. Смотрите, как вам нравится. И мы с вами встретимся на обвязке вот этой детали. Вяжем самостоятельно. Итак, в 13 ряду 24 столбика без накида по стороне, по каждой. Итак, вот эти вот утроения мы не берем во внимание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. То есть мы посчитали до следующего утроения. То есть если в каждом ряду вот эти вот цифры у вас совпадают, значит вы нигде не ошиблись, нигде не пропустили ни одного столбика без накида. Итак, мы делаем обвязку. Все, у нас последний столбик без накида провязан и осталась рабочая петля. Мы ее подтягиваем. С небольшим усилием соединяем вот эти первый столбик без накида и последний. И чуть-чуть подтягиваем петлю на крючке. И вставляем крючок с лицевой стороны под первую косичку 13 ряда. Вот под эту первую косичку, вот она. С лицевой стороны вставляем и вытягиваем рабочую нить и протягиваем через имеющуюся петлю на крючке. Первая петля обвязки готова. Вторую провязываем точно так же. Так. И продолжаем обвязывать под следующую косичку вставляем крючок, захватываем рабочую нить и протягиваем через имеющуюся петлю на крючке. Снова проделываем то же самое. Ничего сложного в этой обвязке нет. Дошли до угла и продолжаем провязывать его точно так же, как и по стороне треугольника. Под каждую косичку мы провязываем еще одну косичку. Вот так же угол он и обвязывается. Провязываем самостоятельно до конца. До конца ряда осталась одна петелька.
Вот оно начало ряда. Вот оно. И вот, видите, пустое место. Сейчас мы его провяжем. И чтобы красиво закончить обвязку, мы вытягиваем нить, ну, примерно сантиметров на 10. Обрезаем. Рабочую нить убираем. Берем крючок и под вот эту первую косичку начала обвязки мы вставляем сверху вниз крючок, захватываем конец нити. Теперь нам нужно втянуть вот эту косичку вот сюда, последнюю. Для этого мы вставляем крючок с изнаночной стороны. Так, сейчас с изнаночной стороны, так, чтобы крючок вышел посередине последней петельки. Сейчас деталь выверну, чтобы было нагляднее. Захватываем рабочую нить и протягиваем ее на изнанку. Все. Обвязка у нас закончена. Место обвязки, оно выглядит, ну, немножечко вот с такой выемкой. Когда мы формировать стенки сумки, этого места не будет практически видно вообще. Для того, чтобы кончик вот этот не распускался, мы его подпалим. Можно использовать либо зажигалку, либо спички. Тихонечко подпалили, пальчиками прижали. Все. Тогда нить больше не распустится. Сейчас наша задача вот эти две детали, два треугольника сумки, прогладить утюгом не на самой горячей температуре через ткань. Можно пропарить, но только через ткань, чтобы не было такого лоснящегося эффекта после утюга. Встретимся во второй части этого мастер-класса.